და ჩვენ ვამაყობთ ამ ჩვენი ერთობით. საქართველოს ძლიერია თავისი მრავალფეროვნებით. საქართველოს არ არის და არასდროს არ იქნება მონოეთნიკური ქვეყანა, ერთი ეთნოსის ქართველების ქვეყანა. საქართველოს გვეკუთვნის ყველა ჩვენ თანაბრად მიუხედავად ჩვენი წარმომავლობისა. Ситуация дошла до того, что миротворцы с грузинской стороны стреляли по российским миротворцам, вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе. Я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Madrugada del 7 de agosto de 2008. Coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, Georgia lanzaba un ataque militar contra Esquimvali, capital de Osetia del Sur, una región georgiana independiente de facto desde 1992. A la mañana siguiente, Rusia reaccionaba en defensa de los osetios. Durante el combate, más de 1000 personas murieron, civiles y militares. ¿Pero cómo se llegó a esta guerra? Грузия начала этот конфликт. Это не была провокация со стороны России. Это было подготовленное в течение, по крайней мере, многих дней. Никаких провокаций с ее стороны не было. Наоборот, целых 2 года продолжаются провокации со стороны Грузии в адрес российских миротворческих сил, которые там расположены. Связанных с признанием определенными странами автономного края сербского Косово и Метохия, да, после этого в Тбилиси началась определенная паника по поводу дальнейших своих действий в отношении Абхазии и Южной Осетии. И, в общем-то, это привело к тому, что Грузия развязала вот эту войну. А если мы вспомним, конфликты начались еще в рамках, как мы все помним, Советского Союза, да, когда не было ни России, ни Грузии. Вообще вот эта вот проблема провокации, она уходит достаточно далеко, достаточно глубоко, потому что в конце концов Грузия провоцировала Россию разговорами о вступлении в НАТО. Для России это очень болезненно. Россию провоцировали признанием Косово. Для России это тоже очень болезненно, и в общем те действия, которые она предприняла против Грузии, это даже не столько какая-то антигрузинская акция. Это еще плюс ко всему демонстрация, что Россия, так сказать, обижена была на весь мир, обижена на НАТО, обижена на Евросоюз за те действия в Югославии, в последнем отношении Косово. И таким образом, во-первых, Россия пыталась самоутвердиться. Запал! Где сориентируй? Они считали, что Россия не ответит. Они считали, что Россию надо выдавливать, что Россия сдает свою позицию. Она сдала ГДР, потом она сдала Болгарию, потом сдала Румынию, потом сдала Украину. И теперь она сдала Грузию, а дальше она сдаст Южную Осетию. Они считали, что Россия всегда вечно будет отступать. Россия однажды решила этого не делать. А Саакашвили не хотел обвинений в геноциде осетинского народа. Он хотел просто его выдавить на территории Северной Осетии, а после всего просто закрыть туннель, чтобы они не выходили обратно. Вот и все. Потому что Саакашвили был уверен, что российские войска никогда не перейдут Кавказский хребет через Рокский туннель. Но он оставил Рокский туннель, чтобы все осетинское население Южной Осетии бежало в Северную Осетию. И поэтому операция это называлась «Чистое поле». Они хотели, чтобы все осетины покинули территорию Южной Осетии. Грузинская сторона меняла свои планы по мере развития операции. Да? То есть, когда операция началась, да, и когда и русские войска пошли, да, и уже начались бои с Цхинвали, он просто понял, соответственно, что если он мгновенно не перекроет этот туннель, то войска России перейдут на территорию Южной Осетии. Горские народы, они не прощают предательства. Если бы Россия предала южных осетин, которые поверили в нее, то все бы горские народы восстали. И чеченцы, и кабардинцы, и
ингуши там и так далее, потому что Россия показала, что оно берет обязательства и их выполняет. А если бы она этого не сделала, то Россия потеряла бы Северный Кавказ. Это очень важный аспект проблемы. Собираем здесь, по экипажам распределяемся, да? Все, кто прошли подготовки других, как командиров не заберем. Грузия недооценила Южную Осетию. Она недооценила население Южной Осетии. Они думали, что когда они начнут массовые обстрелы, артиллерийские, ракетные обстрелы наших городов, наших населенных пунктов, то мы все убежим. Оказалось совсем наоборот. Потому что кварталы знаем, все знаем, с ребятами нашей связь, да, чтобы они не стреляли. Я не хочу, чтобы русская мать еще одевала. Давай мы сами своими силами это сделаем. То есть действительно встречались с цветами, встречались с женщиной, плакали, мужчин наворачивали слезы. То есть они говорили, что Россия нас не бросила, Россия нас спасла, Россия выступила как хранитель народов. И благодаря этому у России был очень хороший реноме в мире. А после этого Советский Союз освободил массы народов. Но мы со своей стороны говорим очень просто. Если можно Косово быть признанной страной, то почему нельзя Южной Осетии? Эта война кажется безумием. Безумием со стороны тех, кто ее начал. И безумием со стороны тех, кто попытался решить проблемы замороженных конфликтов, приведя ситуацию в более даже трагическое и запутанное состояние.